Вчера мы с вами рассмотрели уже вступление к курсу. We didn't quite complete the introduction, so we want to continue with that today. Мы не завершили вступление, поэтому продолжим с него сегодня. And then we'll move into the first major event of world history. И потом перейдем к первому такому ключевому событию человеческой истории. So in the introduction, we've been looking at an introduction to the introduction. И во вступлении мы с вами рассмотрели вступление ко вступлению. And we didn't quite finish the second part on the importance of this course. И мы не совсем закончили вот вторую часть вступления, это важность данного курса. The first thing we looked at in terms of why it's important is because of the world in which we live in. Первое, на что мы обратили внимание, говоря о важности курса, это мы говорили о том мире, в котором мы живем. We have to look at the world in which we live in from a biblical perspective, a biblical worldview. И нам нужно смотреть на мир, в котором мы живем, с библейской точки зрения, иметь библейское мировоззрение. We need to evaluate things in the culture that are contrary to what we believe from Scripture. Давать надлежащую оценку тем вещам в нашей культуре, которые противоречат тому, во что мы верим, противоречат Писанию. We also need to evaluate, and it'll help us to understand where other people are at if we can evaluate their world system, their worldview. Нам также необходимо оценивать мировоззрение других людей, ту систему взглядов, в которые они верят. So I gave you last time an introduction to worldviews. И в прошлый раз я преподал вам вот такое вступление в мировоззрение. And I mentioned that everyone has a worldview. Most people are just unaware of what it is. И я уже упомянул, что у всех людей есть мировоззрение. Большинство людей, правда, при этом они просто толком и не знают, какое у них мировоззрение. But if you understand where people are coming from in terms of how they view everything, но если вы понимаете, из чего исходят люди, как они вообще смотрят на все происходящее, it'll help you to be able to share the gospel effectively with them. То это поможет вам эффективно делиться с ними Евангелием. So I gave you a little bit on the world we live in. И я немножко вам уже рассказал про мир, в котором мы живем. It's also the course is important because Bible is tied to history, so you need to understand that relationship. И также курс весьма важен, поскольку Библия привязана к истории, и вам нужно понимать взаимодействие между историей и Библией. I told you there are two different approaches, at least two different approaches to world history, to understanding world history. И я сказал вам, что есть как минимум два подхода к изучению мировой истории, к пониманию мировой истории. Secular world history doesn't have a purpose, doesn't view history as having a plan. В светской мировой истории не рассматривается вообще цель истории. Светские историки не видят какого-то плана во всех исторических событиях. Secular world history is just the recording of the most important events, most important people of different periods of time. Светская мировая история, по сути, это летопись наиболее важных событий, наиболее важных личностей в том или ином промежутке времени. In fact, for a lot of students that take history in high school or in college, it's a boring subject. И для многих учащихся, которые изучают историю в университетах или даже в школах, история кажется весьма скучным и нудным предметом. Doesn't seem to have any reason. Why do you study it? What's the need? What's the reason for even studying world Кажется, history? что нет никакой вообще внятной причины, цели, ради которой нам стоит изучать мировую историю. But if you have a biblical perspective on history, then it becomes very exciting and very interesting to see what God is doing. Но если вы смотрите на историю с библейской точки зрения, то тогда изучать историю становится весьма захватывающе, весьма интересно, потому что вы воодушевлены тем, что делает Бог в мире. And in reality, world history is a record of God working with the universe that He created. И в реальности мировая история – это летопись того, как Бог работает со Вселенной, которую Он сотворил. And all of the major events of world history, God has orchestrated and worked in such a way that they came about.
И Бог организовал таким образом все ключевые события мировой истории, что они случились в то или иное время с той или иной целью. To look at world history from that perspective is very interesting, very exciting, because God is involved. И смотреть на мировую историю с этой точки зрения крайне интересно, крайне захватывающе, потому что во всем этом участвует Бог, видна Его рука. And God has revealed that there is a plan behind world history. И Бог явил нам уже, что за мировой историей, за человеческой историей стоит определенный план. I gave you a summary of world history on one slide yesterday. И я вчера вам дал уже такой краткий, очень максимально сжатый обзор мировой истории на одном слайде. So history or world history is really, in English, his story, a play on words. И история, мировая история, это вот как на английском his story, его история, история Бога. And what God is doing in the universe is revealing himself to his creatures. И что Бог делает в истории, что Бог делает во Вселенной? Он являет себя своим творением. Revealing his glory or his person or aspects of who he is. Он являет свою славу, он являет свою личность, он являет различные аспекты того, кем он является. So this is all of world history, not only of the past, but also gives us a picture of the future. И вот эта вся мировая история, не только история прошлого, но также уже в этом мы видим картину грядущего будущего. So world history has a plan and it has a purpose. Поэтому в мировой истории есть планы, есть цели. All of the events that are transpiring are part of this grand plan that God has. И все происходящие в ней события – это часть великого плана, который есть у Бога. In the Old Testament, before Christ, В we Ветхом had the Завете, nation of Israel that God brought about, God created it. в Ветхом Завете до Христа у нас был народ израильский, который Бог, в общем-то, породил, Бог их создал. God revealed himself to the nation of Israel. И Бог явил себя народу израильскому. And one of the main things that he revealed was that he would come and be amongst them. He would be Emmanuel, he would dwell amongst his people. И одна из основных вещей, которые он явил, это то, что Бог сказал, что я приду и буду среди вас, я буду Эммануил, то есть Бог с нами, Бог со своим народом. So a major revelation or major theme of the Old Testament is the coming of the Messiah. И ключевое откровение, ключевая тема Ветхого Завета – это приход грядущего Мессии. When the Messiah arrived, Israel rejected their Messiah. Но когда Мессия пришел, Израиль отверг своего Мессию. During this time, God not only made promises to the nation, but also entered into covenant with them. И в течение этого времени Бог не только давал обетование Израилю, но и вступил в завет с ним. We're going to talk a lot about covenants because they are very, very important. Мы будем говорить много о заветах, поскольку они весьма важны. In fact, I'm going to give you a brief introduction, and then we'll expand that introduction to covenants. И я дам вам даже краткое вступление, и потом мы вот это вступление уже расширим в разделе Завета. Because of these promises and covenants to Israel, even though Israel rejected the Messiah, И по причине этих обетований, данных Израилю и заветов с Израилем, даже несмотря на то, что Израиль отверг Мессию, and even though Israel was set aside because of the rejection of Messiah, и даже несмотря на то, что Израиль был на время отставлен в сторонку по причине отвержения Мессии, God will still fulfill all of those promises and covenants He made with Israel. Бог все равно исполнит все те обетования, которые Он заключил с Израилем, обетования, которые Он дал Израилю, и все заветы, которые Он с ними заключил. Because Israel is part of this big plan. In fact, it's a major part of the plan. Поскольку Израиль – это часть вот этого большого плана, на самом деле это ключевая часть этого плана. But in the meantime, God established a new entity, we call that the church. Но в промежутке, пока Израиль стоит в углу на горохе, Бог создал новую сущность, Бог создал церковь. Those that have accepted Messiah, Те, кто приняли Мессию, you and I, believers in Jesus Christ. я и вы, мы верующие в Иисуса Христа. But there's also a future, not only of Israel, but there's a future of the church where He's going to bring the two together in a kingdom. Но есть также будущее и для церкви, и для Израиля вместе, когда Он и тех, и других соберет в тысячелетнем грядущем царстве. Messiah is going to rule on earth over both Israel and the church. Мессия будет править на земле как над Израилем, так и над церковью.
Israel will be in a kingdom in physical mortal bodies. Израиль будет в своем царстве, в своих физических смертных телах. Now there'll be some transformation in the natural realm, but people will have children and grow crops, have families. И в природе произойдут в естественном физическом мире определенные трансформации, что-то поменяется, но люди все равно будут рожать детей, собирать, сеять и собирать урожай, ну и, в общем-то, жить. During this period of time where Christ himself will rule, the Messiah will rule over the kingdom. В течение вот этого тысячелетнего периода, когда Христос будет править, Он будет править своим царством. So this idea of a kingdom is very, very important. Поэтому вот эта идея царства, она весьма-весьма важна. In fact, today we'll begin talking about that even at the very beginning. И сегодня мы начнем говорить об этом прямо вот с самого начала. So Israel, and there'll be some others that are outside of the nation, from all nations, that'll enter the kingdom in mortal bodies. Итак, Израиль и представители других народов, многих народов, они войдут в тысячелетнее царство в своих смертных телах, тленных. The church and Old Testament believers that have died, obviously, will be raised at the rapture. Церковь и все ветхозаветные верующие, которые умерли, будут воскрешены при восхищении. They will have a part of the millennial kingdom in resurrected bodies. И они будут участвовать в тысячелетнем царстве уже в воскрешенных, прославленных новых телах. So I believe this is the beginning of world history, and there will be an end to world history. Я верю, что вот это начало мировой истории, и будет также конец у мировой истории. And everything outside of that is eternity or the eternal state. So there's an eternity before and an eternity after. И все, что перед и после этого, это вечность, это вечное состояние, вечное прошлое и вечное будущее. So on one slide, that's all of world history. Поэтому на одном слайде вот вам вся человеческая история. All other events that have taken place that are recorded in world history books have something to do with this, even though they ignore this plan. Все остальные исторические события, которые описаны в книгах светских историков, они имеют отношение ко всему этому, они как-то связаны с этим, хотя они игнорируют Божий план. The nation of Israel is the most important nation of world history. Народ израильский — это наиболее важный народ мировой истории. And you read, even in a secular history book, talks mainly about the non-Jewish nations. И в светских исторических книгах вы увидите, что говорится в основном о нееврейских народах. But God is evaluating them, we'll talk about that, in relationship to how they treat the nation of Israel. Но Бог оценивает их, и мы об этом еще поговорим в будущем, на основании того, как они относятся к Израилю. We'll develop all of that in more detail. И мы более детально разовьем эту мысль позже. So that's world history. И вот мировая история. I just mentioned a concept or an idea that is very important in Scripture. И я уже упоминал концепцию, идею, которая весьма важна в Писании. Anyone know what this word is? Кто-то знает, что вот это слово означает? Berit. Covenant. Covenant, very good. This is the word for a covenant. Вот это слово, обозначающее завет. Covenants are extremely important, and let me explain why. Заветы крайне важны, разрешите вам объяснить почему. But first, let me explain what a covenant is. Но давайте вначале я объясню вам, что такое завет. First, it is a legally binding contract. Во-первых, завет — это юридически связывающий договор. It is an agreement or a pact or a treaty. Это соглашение, это какая-то договоренность, это пакт, как угодно называйте. But the heart of it, it's a contract. Но по сути своей, это договор, договоренность. You all, for example, entered into an agreement with the school here. Все вы, я так понимаю, заключали какое-то соглашение с колледжем здесь при поступлении. Or if you've purchased a house, you've entered into a covenant probably with a bank to pay the house off. Или если кому-то из вас уже доводилось покупать себе дом, то в ипотеку, то вы подписывали договор с банком, да, который
обязывал вас выплачивать по ипотеке за дом. You and the school, if you entered into that agreement or contract, Вы и колледж, если вы заключали между собой какое-то соглашение или контракт, you agreed that you would do certain things to fulfill your end of the contract. вы соглашались с тем, что вы исполните какую-то вашу часть, ваши какие-то действия, связанные с исполнением вашей стороны договоренности. And the school agreed that they would have people like myself come and teach you courses. Да, то есть что вы будете учиться и все такое. А колледж со своей стороны согласился, пообещал, что будут приезжать вот такие замечательные люди, как Рэй, и будут преподавать вам такие замечательные курсы. So in a contract, you usually have two parties. Поэтому в контракте, в договоренности обычно есть две стороны. In the illustration that I gave, you are a party to a contract. И вот я вам привел иллюстрацию. Да, вы одна сторона такого вот соглашения между вами и колледжем. And then the school is the other party to the contract. И колледж это другая сторона, вот, скажем так, это в этом соглашении. Now, in the Old Testament, there's many examples, even all the way into the time of Noah. So, even from the Genesis flood, there are contracts. И в Ветхом Завете очень много примеров таких вот контрактов, заветов, договоров. Даже уже во времена Ноя они были. And in the time of Abraham, Abraham entered into a contract with another person named Abimelech. In fact, there's several contracts in Genesis. И во времена Авраама, например, сам Авраам вступил в несколько вот таких договорных соглашений, например, с человеком Авимелехом. И у нас есть еще несколько договоров, которые он заключил. So there are two parties involved, Abraham and Abimelech, or Abraham and other people. Поэтому там в таком соглашении участвуют две стороны, там Авраам и Авимелех, или Авраам и какой-то другой человек. And they agreed to do certain things. И они соглашаются между собой, что каждый сделает что-то. So individuals can enter into a contract. Поэтому отдельно взятые люди могут вступить вот в такие соглашения. Tribes, there's an example of tribes entering into covenant with one another in the Old Testament. Целые колена или племена могут вступить вот в такие соглашения договорные. Nations can enter into a contract with each other. Целые народы могут вступить в такие вот договорные соглашения. We call that a treaty between nations. Мы называем это пакт или да, какое-то национальное соглашение, там Мюнхенский договор, там и так далее. But they're contracts, they're agreements. Но это контракты, это соглашение, это договор. The interesting thing is that God Himself entered into covenant with His own people. Но интересная вещь, что сам Бог вступил в вот такие вот договорные, заветные отношения со своим народом. When you think of a covenant, think of a contract. They're the same. Поэтому, когда вы думаете о завете, представьте себе договор. Это одно и то же, по сути. A berit is a contract that is legally binding. Берит – это вот этот вот контракт, который юридическим образом связывает тех, кто он обязывает тех, кто вступает в соглашение. Now, when God enters into a contract, it is legally binding. И когда Бог вступает в такой контракт, в такое соглашение, то его также юридически данное соглашение обязывает, связывает. Now, a contract with God is unique in a lot of ways, but it has all of the characteristics of a contract. И, конечно же, контракт, такой договор с Богом, это штука совершенно уникальная во многих отношениях, но тем не менее, это такой же самый договор или контракт. And we'll illustrate and explain that. И мы проиллюстрируем это также и разъясним. One of the main things that a contract does is it specifies behavior to be complied with or stipulations that need to be followed. Одна из основных вещей, которые есть в любом договоре, это вот поведение, которое ожидается от сторон, так называемые условия контракта. So when God enters into a covenant, He agrees and legally binds Himself to do certain things. И когда Бог вступает в такой контракт, Он соглашается, Он юридически себя обязывает, связывает, обязывает сделать определенные вещи. In fact, one of the things that world history shows us, и на самом деле одна из вещей, которая демонстрирует нам мировая история, that is very exciting to study and look at,
И на нее весьма захватывающе взглянуть и изучать это очень интересно. is to see how God has complied by the barit that he entered into with the parties that are specified. Да, и очень интересно всегда смотреть вот в библейской истории, каким образом Бог соблюдает вот все эти заветы, в которые Он вступил, все эти договоры. So many of the actions of God that are recorded, not only in history, but particularly in the Bible, И многие действия Бога, которые записаны не только в светской истории, но и в особенности в Библии, are examples of God doing what he said when he bound himself in a contract. это примеры того, как Бог исполняет свои обещания, Он делает то, что Он сказал в тот момент, когда заключал этот завет. Now, in some cases, in some contracts, the stipulations only tell us what God is going to do, so they're unilateral contracts. Да. Некоторые контракты, они являются односторонними, то есть в них лишь Бог говорит, что Он сделает. And some of them, or they're called unconditional contracts. И некоторые из этих односторонних контрактов мы называем безусловными, безусловные заветы. Where it's only God himself that binds himself to do certain performance. Когда лишь Бог связывает себя тем, что обязуется выполнить определенные вещи. Those unconditional covenants that God entered into, no matter how the other party responds, God is going to fulfill his part. То есть это вот безусловные заветы, независимо от того, как поведет себя другая сторона, как другая сторона отреагирует, Бог все равно исполнит то, что пообещал. So those are two major kinds of contract, unconditional and conditional. Поэтому есть два основных вида таких заветов, контрактов, договоров: безусловные и условные. A conditional contract specifies behavior for both parties. Условный контракт или условный завет, он перечисляет условия, перечисляет поведение, в котором обязуются исполнять обе стороны. World history is also a record of the nation of Israel failing to fulfill their part of the contract. И мировая история, и равно как история Израиля, это the world history. Yes. И история Израиля в контексте даже всей мировой истории это летопись того, как Израиль постоянно был не в состоянии исполнить условия договора, под которыми они подписались. And we'll talk about that as well. То есть как они лажали. I'm just giving you an introduction here on some of the major elements of the course. Просто вступление, указываю вам на ключевые аспекты курса. So that completes our little discussion concerning history in the Bible. И вот на этом мы закончим наше небольшое такое повествование об истории Библии. So world history is very important in terms of Scripture. Поэтому мировая история весьма важна с точки зрения Писания. It's not just a record of random events that just happen to take place with no purpose and no reason. Летопись каких-то случайных событий, которые всплывают там, сям, с бухты-барахты, без всякой причины, цели и смысла. But the Bible, in fact, predicts certain events. Но Библия на самом деле предсказывает определенные события. God enters into covenant to actually specify what He's going to do in the future. Бог вступает в завет для того, чтобы четко прояснить, что Он собирается делать в будущем. And then history records the events leading up to those promises that God makes. И история указывает нам на вот все те события, которые ведут к исполнению Божьих обещаний. And is a record of God doing exactly what He said in those contracts. И история это человеческая, это летопись того, что Бог совершенно детально, точно и конкретно исполняет все те заветы, в которые Он вступил. It's a totally different way of viewing world history from a biblical perspective. Библейский взгляд на историю совершенно кардинальным образом отличается от привычного нам взгляда на историю. In fact, when I was in school, I studied math and science mainly because I was more inclined towards that direction. In high school or in college? Both high school, college. И когда я учился в школе уже, старшеклассник, в университете, студент, я в основном изучал математику, физику, потому что,
меня туда клонило, это была моя больше I didn't like history. I didn't do well in languages. Историю я тогда не любил, языки мне тоже тяжело давались. I did better in math and science. Мне легче давались математика, наука. But after becoming a believer and beginning to study scripture, history became very interesting, very exciting. Но когда я стал верующим, и я уже, будучи верующим, начал изучать историю, то она мне показалась такой интересной, такой захватывающей. Especially to realize that events don't happen just with no reason or no purpose. И особенно для меня было шоком узнать, что события, оказывается, они не происходят просто так вот, как случайным образом там-сям. Они не происходят без цели и смысла. Now, another reason why this area is very important is because a majority of the Bible is written in a certain literary form. И еще одна причина, по которой это весьма важно, это то, что большая часть Библии написана в определенной литературной форме. In fact, much of the Bible is in what we would call narrative literature. И значительная часть Библии это то, что мы называем повествовательной литературой. Narrative literature makes up the bulk of the content of both Old Testament and New Testament. Повествовательная литература составляет львиную долю и Ветхого, и Нового Завета. Now, Повествование, when you take hermeneutics, you'll be given somewhat of an introduction to different kinds of literature in the Bible. И когда у вас будет курс герменевтики, то там вам уже будут представлены различные роды, виды литературы в Библии. But the most extensive type of literature is called narrative. It's story. It's like a story. Но наиболее распространенный вид литературы это, конечно, повествование. Это как история, рассказ. In fact, as I've already mentioned, you can view the whole Old Testament as one big story that gives us a story from eternity past to eternity future. The whole Old Testament. The whole Bible. И, как я вам уже говорил, вся Библия, Ветхий и Новый Завет, они представляют собой одну большую историю. Историю мира и человечества от вечного прошлого до вечного будущего. So there's a broad, or some call it a meta-narrative, a broad story. Поэтому есть вот над всеми этими небольшими историями одна большая, как говорится, мета-история, мета-нарратив, мета-повествование. That was that story that I showed you on that one slide, his story. Вот это вот та история, которую я показал вам на одном этом слайде, да, его история, большая глобальная история мира. And then within that you have smaller, even though they may be large narratives. И внутри вот этой большой истории есть уже меньшие такие подистории, хотя они могут быть достаточно объемными. You have the Old Testament that essentially is a record of the history of the nation of Israel. И Ветхий Завет, по сути, это вот летопись израильской, древнеизраильской истории. Now the New Testament gives us a very brief history of the church, only to about 60 AD. И Новый Завет дает нам весьма краткую историю Первой Церкви, буквально там до 60-х годов нашей эры. But both the Old Testament and the New Testament has much to speak of the future. Но и Ветхий, и Новый Завет, они очень много говорят нам о будущем, которое грядет. From the biblical perspective, that's part of world history. It just has not taken place yet. С библейской точки зрения и будущее тоже это часть истории, просто это история, которая еще не произошла. The two combined give you the total picture of world history. И Ветхий и Новый Завет, будучи совмещенными, дают вам такую вот единую мировую историю глазами Бога. So this record or this narrative of events is very extensive in Scripture. Поэтому эта запись, это повествование о событиях, это весьма распространено в Писании. So narrative material is the most common literary genre in the whole Bible. Поэтому повествовательная литература это наиболее распространенный жанр во всей Библии. Almost 50% of all of the Bible is in this form. Практически 50% Библии изложено в такой форме. What other types of literature do you find in Scripture? Are you aware? Какие другие жанры или роды литературы вы видите в Писании? Besides literary. Помимо повествовательной. Apocalyptic literature.
Yeah. Epistolar genre. Epistolary, very important. Да, The очень важно, letters, да. the Письма, letters, послания. the letters of the New Testament. That's not narrative. Письма, That's послания epistolary. Нового Завета это не повествование, это письма. Да, следующий. Poetic. Like Poetic is a different literary form. Поэзия, еще одна литературная форма другая. More broadly than apocalyptic, although apocalyptic is a subgenre of prophetic literature. Ну, и есть более такой обширный, даже чем апокалиптический, это пророческий жанр литературы, и апокалиптическая литература это как поджанр пророческой. In fact, if narrative is the most extensive, in other words, most of the Bible is narrative literature, what is the second most prominent? Кстати, если вот повествовательный жанр, он наиболее распространен в Библии, то какой следующий по распространенности? Какой по объему написанных текстов жанр наиболее важный? А? Prophetic books. No? Yeah. А там оці те, що родоводи, як це називається? So these genealogies, this No, is no. history, this No, I'm, epistolar, no, а? Poetic, poetic. поэтический. Poetic literature is the second most. Поэтическая литература вторая по распространенности. Remember, most of the prophetic books are written poetically. They're written in poetry. Ну, как вы, most of prophetic books. Yes. Ага. Isaiah. Но фишка в том, что большинство пророческих книг написаны в поэтической форме. То есть тот же Исаия, он же просто поэт. So you have the Psalms, you have the Psalms, the Proverbs, Поэтому псалмы, притчи у нас есть. you have 5 major books that are poetic in literary form. 5 ключевых книг, которые поэтические, ну, в буквальном смысле, то есть это просто поэзия. Иов, Экклезиаст, Песнопесней. And you have most of the prophetic books that are also in the literary form of poetry. И большая часть пророческих книг также написаны в поэтической форме. Они пророческие, но в поэтической форме. So prophetic books are both, most of them are both poetic and also prophetic. So that's another literary form. Большая часть пророческих книг, они одновременно и пророческие, и поэтические. Но пророческие — это еще одна литературная форма. But the most prominent or the most common is narrative. Но наиболее распространенная, общеупотребительная — это повествовательная литература. Now, when we speak of the Bible, we want to make sure that we're talking about historical narrative. И когда мы говорим о Библии, мы хотим убедиться, что говорим об историческом повествовании. Narrative literature is broader than just historical narrative. Повествовательная литература — это на самом деле куда более обширный термин, чем просто историческая литература, историческое Can you повествование. think of a kind of narrative that is not historical? А можете ли вы вспомнить какие-то повествовательные жанры литературы, которые не являются при этом историческими? Притчі. So like Proverbs, he said, parables. No. Parables could be a form, yeah. Like parables of Jesus. Yeah. Да, ну, притчи Иисуса могут быть, да. Now I'm talking about a literary form you don't find in the Bible. Но я говорю о литературных жанрах, которые вы не находите в Библии. It's narrative, but not historical. Которые являются повествовательными, но не историческими. Any like fiction books. Yeah, novels. Да, рассказы, романы, любая беллетристика. Narrative is just a story. То есть It can be true, it can be false. повествование — это просто какая-то история. Она может быть правдой, она может быть вымыслом. But when we speak of the Bible, it's not false, it's historical. Но когда Historical мы говорим о Библии, конечно же, это не придуманная какая-то история, это историческое подлинное повествование, исторические истории. The narrative of the Bible is also God's view of history or God's story. И библейские повествования — это также Божий взгляд на историю, это Божья история. So that's a unique characteristic of the narrative of the Bible. It's God's interpretation of events. И вот это уникальная характеристика библейского повествования — это Божье истолкование событий.
So it's not only the record that God has inspired, Поэтому это не просто какая-то запись, которую Бог вдохновил, but it's also history interpreted by the prophets themselves, но это история, истолкованная самими пророками, by inspiration, in other words, God's view. по вдохновению Божьему, то есть через Божью призму, Божьими глазами. Now, all historical narrative is selective. И на самом деле все исторические повествования, они избирательны. In other words, every single detail is not recorded, sometimes more, sometimes less. Поэтому нигде не записывается каждая вообще деталь до последней. Где-то пишется больше, где-то пишется меньше. And obviously that's true of all kinds of narrative, including secular history. И очевидно, это относится также к любым повествованиям, включая светскую историю. But it's also true in terms of historical narrative of the Bible. Но это также относится и к историческим повествованиям Библии. Particularly when we are in the early chapters in the book of Genesis, we wish we had more detail, but there's detail missing because God chose not to reveal. Особенно если мы, например, открываем первые 11 глав книги Бытие, и мы хотели бы, чтобы там было больше деталей. Но вот деталей не хватает, и Бог решил открывать нам только то, что Он открыл. But that's also the case in terms of the book of Acts or the Gospels. Но точно такое же, с тем же самым мы сталкиваемся, например, в книге Деяний или в Евангелиях. It's always selected. Все, любое историческое повествование избирательно. For example, there's no record in the Bible of the years of Christ from about a baby to adulthood. There's just one little passage on age 12. То есть практически нет у нас никаких повествований о жизни Иисуса, начиная вот с его младенчества и вот до того, как он стал уже взрослым человеком. Одна лишь запись о эпизоде в 12 лет, когда ему было. So the historical narrative that we have in Scripture, we trust that God has revealed enough for us to be able to do the things that He wants us to do. И когда речь идет об историческом повествовании Библии, мы уже тут полагаемся на Бога, на то, что Он явил нам достаточно, чтобы мы могли делать то, что Он от нас ожидает. And everything that He has revealed is extremely important. И все, что Он таки явил нам, должно восприниматься нами как нечто весьма важное. So that's a little introduction to narrative. It's the presentation of history or events in story form. Итак, вот это вот такое небольшое вступление в повествовательную форму. Повествование – это подача истории или события в виде повествования. Now, when you read narrative, what you want to do, И когда вы читаете повествование, что вам важно? this is the nature of all narrative. И это вообще природа любого повествования. It wants to give you the sense of being in the story. Любое повествование дает вам ощущение того, что вы лично участвуете, как-то присутствуете в этой истории. So it appeals to the imagination and it appeals to the experience. Любое повествование, любая история обращается к вашему воображению, обращается к вашему опыту. So when you're reading these stories, think about being in the part of what's going on, at least observing. И когда вы читаете истории, постарайтесь представить, что вы каким-то образом участвуете в происходящем или, по крайней мере, наблюдаете вот недалеко. That's why a good storyteller, as the Bible is very excellent narrative. Вот что делают, например, хорошие рассказчики. И, кстати, в Библии отлично рассказаны многие истории. The writer will tell you a little bit about what's going on in the situation. That's the setting of the story. Хороший рассказчик, хороший писатель, он всегда расскажет вам, что вообще, в какой обстановке происходит история, что вокруг, как цветет, как пахнет, как выглядит, как звучит. It'll give you a time frame. It'll give you the major characters, major people that are involved in the story. В хорошей истории всегда рассказывает вам временную какую-то последовательность событий, основных персонажей, которые там участвуют. And then it'll record
storyline or the plot of the story. Да, ну и, естественно, в хорошей истории есть какой-то сюжет, какие-то действия, вот развитие этой истории. This is so you can use your imagination and imagine being right in the story yourself. Чтобы вы могли когда включить свою воображалку и представить, вообразить себя, как будто вы вот прямо там вот сидите или смотрите, или действуете. And you can learn the lessons that the characters are experiencing, or from the things that the characters are experiencing. И вы можете уяснить для себя многие уроки из того, через что проходят персонажи истории. As if you were right there in the story. И вы это можете настолько явственно ощутить, как будто вы прямо там вот эта история у вас на глазах разворачивается. So this course will help you to appreciate not only the story of the Bible, but it will give you the major events. Да, и поэтому этот курс поможет вам ценить не только вот эту большую библейскую историю, но и также основные ключевые события, из которых эта история, на которых она стоит. And as I've already given you, it'll give you more detail concerning the overall framework of all of history. И, как я уже говорил, это поможет вам более детально видеть вот эту общую рамку, общее направление всей мировой истории. With this broad framework of all of Scripture, И вот имея вот такой широкий взгляд на все Писание, широкое видение этой картины, now you'll be able to put everything else in Scripture, including things related to poetry or prophecy or whatever, within a historical context. имея такой вот взгляд на историю, рамку для всей истории, теперь вы даже, например, поэтические какие-то книги или отрывки вы можете вписать вот в этот глобальный исторический контекст. This is one of the most important things that I would want you to grasp from this course. И это одна из наиболее важных вещей, которые я бы хотел, чтобы вы уяснили в течение этого курса. It'll help you to put everything in Scripture together. Это поможет вам все в Писании собрать в одну, как бы собрать по полочкам, все вместе объединить в вашем сознании. Let's come back to what I mentioned yesterday concerning the two areas of science. Давайте вернемся к тому, о чем я говорил вчера с вами. Это две научные сферы. I mentioned that there is a whole area of science that we call observational science. Я упоминал, что есть целое направление в науке, которое мы можем называть наблюдающее, или наблюдательное, или экспериментальная наука. That science that is done in the present, observations are made in the present. Это наука, которая осуществляется в настоящем времени. Все наблюдения и опыты осуществляются в настоящем времени. And you perform experiments based on those observations in the present. In other words, you do this work. И на основе наблюдений вы осуществляете опыты, и вы также их осуществляете в настоящем времени, здесь и сейчас. Now, there's a second area, and what we will be dealing with when we deal with history, we're dealing with what is called historical science. Но есть вторая область, второе направление в науке, и когда вот мы касаемся Библии, когда мы касаемся вот исторических вопросов, мы уже переходим в историческую науку. Now, when we're dealing with historical science, there's a distinction between these two. И когда мы имеем дело с исторической наукой, то есть различия между этими двумя направлениями. When you're dealing with observational science, you can repeat an experiment. You can do it over and over and over and get the same results, or maybe different results, whatever. Когда вы имеете дело с наблюдающей и экспериментальной наукой, вы можете получать повторяющиеся результаты. Вы можете делать один и тот же опыт и получать снова и снова те же результаты. So observational science, you can be more precise in your conclusions. Поэтому в наблюдательной науке в своих умозаключениях вы можете быть более точным. But when it comes to historical science, you can't go back. There's no time machine. You can't go back and make observations in the past. Но когда речь идет об исторической науке, то вы уже не можете вернуться в прошлое. Машины времени не существует. Вы не можете отправиться в прошлое и сделать какие-то наблюдения над прошлым. And this is very important because this will help explain why there's so many different views concerning what took place in the past. И это весьма важно, поскольку это объясняет нам, почему столько разных взглядов и объяснений того, что происходило в прошлом.
particularly when it comes to early history or history before mankind. Особенно, когда речь заходит о ранней истории, либо об истории до появления человечества. Now, in observational science, you can make more observations and continually make observations in the area that you're studying. В наблюдательной науке вы можете постоянно производить наблюдения в той сфере, в которой вы изучаете. But when it comes to historical science, all you have are what are called the traces of the past. Но когда речь идет об исторической науке, то все, что вам остается, это следы прошлого. Вы только отслеживать сможете, что осталось от прошлого. The only thing that you can observe are these traces that are left from either events or Единственное, что вы можете persons. наблюдать, это вот те следы, которые остались от событий, от личностей. Do you know what I mean by the traces of the past? Things that are Понимаете, о left? чем я говорю, когда говорю о следах прошлого? Да? Let me ask. They've been through the course of Bible archaeology, we study Okay. Kennedy, they know the artifacts, Okay. the Archaeology is an example of science that deals with studying these traces. Археология, вот библейская, ну и вообще археология в целом, как вы изучали, как раз таки примеры исторической науки, имеющие дело со следами прошлого. So all you have is a tell or a mound that at one time was occupied at different times. То есть все, что у вас есть, это какая-то там раскопка, долина, какой-то город древний, который когда-то был населен. And what an archaeologist does, it studies what we would call the traces of the past. И чем занимаются археологи? Они исследуют как раз-таки вот эти следы прошлого. In other words, there was a civilization that lived at different periods, and as you excavate into this tell, То есть и есть разные, на этой территории могли жить разные цивилизации, разные племена и народы в разное время. И вы, когда осуществляете раскопку, вы вот эти слои вскрываете. you find structures, you find pottery, you find bones, you find all the traces of things that took place in the past. И вы обнаруживаете там какие-то следы строения, вы обнаруживаете керамику, кости, вот всяческие следы жизнедеятельности, следы прошлого тех людей, которые тогда жили. You might even find a record of writing. И вы даже можете найти какую-то надпись или запись, чем-то там нацарапанным. That's a trace of the past. Это тоже след прошлого. A record or some document of some sort. Какая-то запись, какой-то документ. So these are all that you have to work with to reconstruct what the events that took place in the past. И вот лишь с этим вам приходится работать для того, чтобы восстановить события прошлого. What are the best traces that we have of past events? Какие наилучшие следы прошлых событий есть в нашем распоряжении? Что самое лучшее? Bible. Well, apart from the Bible. Помимо Библии. I'm just talking like archaeology or what do historians that are not believers, what is their best? Я говорю про светскую историю, да, вот про то, во что верят даже неверующие историки, что они считают наиболее надежными свидетельствами из прошлого. Pottery, these manuscripts, everything that is in museums. What do you say? Everything that is in museums. Everything that's in the museums. Yeah. Well, what's the best? Но что наилучшее из того, что есть в музее? Written documents. Записанные документы. Written documents, that's your best trace of the past. Записанные документы — это лучшие из возможных следов прошлого. Because these are eyewitnesses' records of what took place, sometimes describing events, or sometimes a diary, or sometimes a history. Поскольку это повествование очевидца о происшедших событиях, порой это дневник, порой это какая-то историческая летопись, порой это еще какой-то там документ местного значения. What I'm trying to illustrate here is the advantage that we have as believers over the secular historian. И на чем я хочу сделать акцент сейчас, это подчеркнуть то преимущество, которое мы, будучи верующими, имеем над светскими историками. Because we have a written document from God's perspective that is inspired
that tells us about past events. Поскольку у нас есть написанный документ, вдохновленный Богом, написанный с точки зрения Бога, и он повествует нам о прошлых событиях. And it gives us the major events of world history. И этот документ приводит нам ключевые, главные события человеческой мировой истории. What does the believer have of a record before there's any writing? Что было бы у неверующего человека, если бы не было письменных, записанных документов? Все, что у них было бы, это просто какие-то геологические слои в раскопке. Because the unbeliever rejects the best evidence that we have of the past. Поскольку неверующий человек отрицает все эти библейские свидетельства о прошлом. So this whole area of historical science is very important in terms of what traces are being utilized to reconstruct the past. Поэтому вся эта историческая наука, она крайне важна, и крайне важно, как мы обходимся с теми следами прошлого, которые нам достались. So when we deal with the past, we have data. И когда мы имеем дело с прошлым, у нас есть данные. Data are those traces that are left by past events. Данные, это те следы, которые были оставлены прошедшими событиями. So when it deals with a historical fact, when you're reconstructing a fact of the past, И когда вы имеете дело с историческими фактами, когда вы реконструируете, восстанавливаете факты прошлого, whether it pertains to a person or an event, относятся ли эти факты к какой-то личности или к какому-то событию, putting it in a mathematical form or a formula, мы можем это даже разместить такую математическую формулу. a historical fact equals the data, and this is very important, plus interpretation. Исторический факт равно данные плюс истолкование. That's the case of any history, Это то, что имеет место в любой истории. whether it be a history from the college, secular college. Будет ли это та история, которая преподается в светском университете? You need to always remember it's an interpretation based on whatever traces the data of the traces of the events. Или какая-то другая история, всегда вам нужно помнить, это лишь истолкование тех данных, тех следов прошлого, которые остались. So any reconstruction of the past always involves interpretation. Поэтому любое восстановление прошлых событий всегда включает в себя некое истолкование. So when the secularist excludes biblical revelation, Поэтому когда светский ученый, светский историк исключает из поля зрения библейское откровение, he's limited to only the artifacts that he can uncover and any written documents that there may be available. он ограничен лишь теми артефактами, которые он может там выкопать, либо теми немногими уцелевшими, доступными ему историческими документами о The прошлом. less data you have, the less material you have to make a proper conclusion. А чем меньше у вас данных, тем меньше у вас шансов сделать хорошее, достоверное заключение, истолкование. And I'm hoping that this course will give you a biblical foundation to be able to evaluate all world history. И я надеюсь, что этот курс даст вам хорошее библейское основание, которое позволит вам оценивать мировую историю. So we can contrast these two areas. Поэтому мы можем противопоставить эти две сферы. Contrast observational science with historical science or history. Противопоставить наблюдающую экспериментальную науку с исторической, с историей. Observational science done in the present, historical science dealing with the past. Наблюдающая наука, она имеет дело с прошлым, с настоящим, историческое с прошлым. Observational science is repeatable. You can continue making observations. You can repeat your experiments. Наблюдательная или экспериментальная наука, она повторяющаяся. То есть вы можете повторять свои эксперименты до посинения, да. But these past events are unique. They only happen once. Но эти прошедшие события, они уникальны, они случились лишь однажды. Not repeatable. Also, observational science, you can make observations. In fact, you make observations. Неповторяемые. Также в экспериментальной науке вы делаете наблюдения. And they can be more objective. Они могут быть более объективными.
historical science always has interpretation В of the исторической events. науке вам постоянно приходится истолковывать данные. So this is more objective, this is more subjective. Поэтому наука более объективна, история более субъективна. So it's very important what Job says in Job 38:4. И потому весьма важно, что говорит Иов в Иова 38 главе 4 In fact, it's God asking the question, where were you when I laid the foundations of the earth? На самом деле это Бог его спрашивает, да? Где был ты, Иов, когда я закладывал основание мира? When God created, there was no one there to make observations. Когда Бог закладывал основание мира, никого там не стояло с камерой, или с диктофоном, и с блокнотом, никто не делал наблюдений. So it's a matter of whether you want to trust what God has revealed concerning creation. Поэтому тут уже у нас вопросы доверия. Будем ли мы полагаться на то, что Бог явил нам о сотворении? Or whether you want to believe the secular science who uses evolution to interpret the data. Или мы будем верить светской науке, которая использует эволюцию для истолкования данных. And we'll talk some more about that probably starting the next hour. И мы поговорим об этом, наверное, немножко больше, начиная со следующего часа. What we have, Итак, number 4 or number 5, Yeah, why okay. this course is important. что мы имеем, почему этот курс важен? We will look at world history from a divine perspective, or the inspired version of world history. Мы рассмотрим на мировую историю с божественной точки зрения, мы увидим богодухновенную версию мировой истории.